Есть у меня вот такие цыплята, до которых наконец-то дошла очередь. И пришло время их переселять уже на улицу. Конечно, можно было бы их переселить к цыплятам моим, но я этого делать не хочу. Я хочу их постепенно ввести в стаю шелковых кур. Вот так вот просто их туда пересадить я, конечно, не могу, потому что они их будут очень бить. Поэтому сделаем это постепенно. А как это я буду делать, я сейчас покажу. Это цыплята шелковой белой курочки, которые она высидела. 11 марта они вывелись у шелковой белой курочки. И им уже почти что 2,5 месяца. Это домик, в котором живет мама-квочка, которая вывела этих цыплят. Вот она, беленькая шелковая курочка. 11 марта она вывела этих цыплят. Но подселить прямо сюда этих цыплят я не могу, потому что уже эта курочка не помнит этих цыплят, и она будет их обижать. Она уже будет их бить, и все жильцы этого домика тоже будут их обижать, этих цыплят, отгонять от кормушек. Поэтому просто сюда подселить цыплят нельзя. Тем более, что я цыплят еще хочу кормить комбикормом, а здесь зерносмесь. Зерносмесью я цыплят кормлю немножко позже. Хочу покормить их еще комбикормом, поэтому мне нужно здесь их так подселить, чтобы они друг друга видели, но контактировать не могли. Но прежде чем это все сделать, мне нужно закрыть верх этого вольера, чтобы сюда не могли проникнуть коты. Скажем так, коты или еще кто-то. Я точно знаю, что мои коты и кошки цыплят и не кушают, они их не тронут. А вот чужие соседские коты, может быть, дикие коты, которые могут прийти, пока меня здесь на даче не будет, я должна обезопасить своих цыплят от диких чужих котов, которые могут перелезть через забор здесь сверху и, естественно, погубить цыплят. Поэтому первым делом для того, чтобы сюда поселить этих цыплят, мне нужно закрыть верх вольера. А потом сделать так, чтобы цыплята были отгорожены от этих взрослых курочек шелковых. Все, приступаю к работе. Ну а сюда, к квочке-индюшке, иду вместе с вами и очень сильно переживаю. Я приехала, как и обещала, пораньше, потому что очень волнительно. Ой, они уже ходят. Смотрите. 2 индюшонка вижу. Так, а где 3 и 4? Сейчас будем смотреть. Они уже ходят. Обычно индюшата очень долго после вылупления еще лежат. Смотрите, они не под индюшкой сидят. А чего это они не под тобой? Так, а где же? Сейчас посмотрим там в гнезде. А ну-ка. Ты смотри, какой смелый. Ты смотри, какой. А ну иди под маму быстро. А ну иди под маму. Ты их кормила? Она сидит, а они себе ходят. Так, а кто там еще есть? Кто-то? Вижу там индюшонок, наверное. Да, по-моему, в гнезде вон. Сейчас буду все рассматривать. Пока вижу только 2. Пока только 2 индюшонка вижу. А где же еще 2? Где ты их дела? Хорошенький такой. Было бы таких 10 штучек.
Но бройлерная вот такая вот индюшка вот так выводит. Конечно, если бы это была обычная индюшка, все бы было хорошо, я думаю. Ты их кормила? Сидит комбикорм вот тут. Ну, я думаю, что они найдут. Вода есть. А ну-ка, покажись, покажись. Тепленько вам, да, под мамой? Не буду ее пока трогать. Приду лучше попозже. Аккуратно, аккуратно разворачивайся. Корми их, давай учи. Так, а ну-ка. Трое. Все, есть. Все три. Три индюшонка. А четвертый, наверное, таки не вылупился. Бегают за ней. Класс. Да, жалко. Было бы таких 10 штучек. Все. И села в гнездо с ними. Все. Ну, тут все нормально. Три индюшонка. Самое главное, не один. Больше всего я боялась, что будет один индюшонок. Комбикорм есть, вода есть. И даже для большой индюшки я поставила зерносмесь. Может быть, она захочет, пусть кушает. Вот так вот я закрывала индюшку, чтобы ее не отвлекали другие индюшки от гнезда. И теперь я думаю, что эту ткань можно убрать. Уберу ее, чтобы здесь было для индюшат светло. Зрители, конечно, теперь будут. Но ничего, привыкнет. Главное закрыть. А зрителей это не страшно. Индюшка своих детей не бросит. Будет больше дневного света, индюшата будут кушать хорошо и будут попадать солнечные лучи. Это очень важно. Выгуливаю квочку. Все делает только, когда выйдет на улицу. Возле гнезда она этого не делает. Все, молодец, можешь заходить уже. Заходи в кладовку. Сидит у меня квочка в кладовке для моих огородных инструментов. Больше места нет. Все, заходи, дорогая, давай. Вот так, на солнышке. Красота. А дети? А ты про детей помнишь? Давай будем заходить. Нет. Улеглась уже. Пяточки выставила. Давай вставай. Пойдем. Пойдем к деткам, пойдем. Потом будешь с ними лежать. Пошли. Давай, поднимайся. Пошли, пошли. Пошли, я покажу, где. Пошли. Идем, я покажу, где они лежат. Все,
Все, закрывай, закрывай. А я попробую, попытаюсь овоскопировать. Представляете, вот такие яйца темные. Совершенно ничего не видно. Одно яйцо фавероля там видно, а темные совершенно ничего не видно. А мне, если помните, то у меня первая будет выводить цыплят шелковая серая курочка, а там под ней лежат яйца для вот этой курочки. И мне ей нужно еще добавить, поэтому овоскопировать мне нужно эти обязательно и убрать лишнее. Попить хочешь? Ну выходи, попей. Я же говорила тебе попить, а ты не захотела сразу. Попей, попей водички. Под шелковой курочкой лежат еще яйца, которые для вот этой курочки. То есть я их подкладывала через 3 дня после основных яиц. И желательно, конечно, овоскопировать и убрать неоплод и лишнее. И переложить сюда эти яйца. Потому что шелковая будет уже через 2 дня выводить цыплят. Не наелась? Конечно, попытаюсь сейчас, выключу полностью здесь свет, освещение уберу и попытаюсь хотя бы, может быть, 1-2 яйца, чтобы убрать, потому что ей будет очень много. А теперь смотрите, благодаря тому, что в этой кладовке у меня полнейшая темнота, если здесь выключить свет и закрыть ролеты. И в таком случае, когда полная темнота и включенный фонарик у телефона, все прекрасно видно, даже в яйцах марана. Можно все увидеть. И, как видите, я отложила это одно яйцо неоплод. Помните полоса? Это от моей старой курицы маран. Она у меня без петуха марана, здесь бы была бы помесь, но вот это яйцо не оплод. Полностью светится как лампочка, как включенная лампочка. То есть это говорит о том, что это яйцо не оплод. А вот это яйцо тоже все очень хорошо видно, но этот зародыш погиб на ранней стадии. А все остальные яйца все живые. Поэтому убираю эти 2 яйца. И не знаю, я впервые рада этому факту, что я убираю 2 яйца. Потому что под серой шелковой курочкой вот для этой квочки лежит еще 3 яйца. И, кстати, там я тоже не овоскопировала. Нужно будет там тоже проовоскопировать и посмотреть. И убрать неоплод мараньих яиц. Вот теперь я вижу, что при полностью выключенном, абсолютно, чтобы было очень темно в помещении, на телефоне фонарик все прекрасно просвечивает даже вот такое темное яйцо марана. Убираете 2 яйца. В таких случаях, конечно, и жалко, с одной стороны, убирать яйца, а с другой стороны, она лучше будет греть оставшиеся яйца. Поэтому никогда не надо расстраиваться. Значит, так должно быть. Значит, нужно, чтобы она хорошо догрела яйца, которые хорошие.
И таким образом это будет защита для лета от палящего солнца. Курочкам будет здесь прохладно находиться и комфортно. И сюда не смогут пробраться коты. Я очень тщательно пройдусь еще по периметру всей сетки, закреплю, чтобы ни с одной стороны не было прохода. И мы сразу еще получим второй результат. Сюда не сможет проходить моя Маруся, чтобы забрать яйца этих курочек и их скушать. Подглядывает, куда они приехали. Буду сейчас выгружать их. Ну что, давай, иди. Красота. Красота. Угу. Так. Красота. Эти цыплята заслужили такой шикарный вольер. Они очень долго сидели закрытыми. Я не приветствую вот такое содержание, как эти цыплята у меня сидели 2 месяца. Когда цыплята маленькие, да, я согласна. Но были у нас холода, очень холодные ночи. И просто это была у меня вынужденная мера. Вот такой. Смотрите, какой петушок. Петушок красавчик. Все, теперь принесу им воду и принесу кушать. Сделала у них здесь загородку. И поставила вот такой вот там ящик, видите?
для того, чтобы он служил им как курятником. И половина переделила им под домиком. Тоже будет место спрятаться от дождя. Погода у нас сейчас наладилась, тепло, даже можно сказать жарко. Раззнакомитесь, сбились в одну кучку и боятся шевелиться. Но это немножко пройдет время, и они быстренько сориентируются, где и что. Они первый раз попали в своей жизни на улицу. Конечно, я бы тоже так реагировала. Но ничего. Все сейчас будет хорошо. Принесу еще воду. Комбикорм я поставила вот так вот, чтобы под навесом он был. Если вдруг пойдет дождь, чтобы комбикорм не размок. И еще сейчас насыплю полную кормушку. Ну все, давайте гребитесь. Работы у вас тут непочатый край. Опа, а вот и мама. А вот и мама. Вижу, что клеточки большие, поэтому придется вот здесь еще поставить какую-то досточку. Это слишком большие для них клеточки. А вот и мама пришла, квочка. Эта курочка их высидела. Но так устроена природой, что об этом знаем только мы. Вот так это выглядит со стороны. Вот этот домик для них. Там внутри солома есть. И вот так вот я закрыла сеткой, потому что все-таки вот такая крупная ячейка, это еще многовато для них. Ну и вот так вот получается выглядит у них вольер. Если вдруг пойдет дождь, они заходят под домик и идут в свой домик еще один. Затянулось у меня это переселение, потому что еще были возвратные заморозки, ночи были холодные, а теперь уже можно переселять спокойно, потому что тепло и днем, и ночью. Освоятся и будут еще тут бегать. Ой-ой-ой. И вот так они привыкнут к этому помещению, немножечко освоятся. Уберу перегородку и объединю. Не хочу здесь делать что-то грандиозно капитальное. Вот так вот все приблизительно на стяжках. Вот так вот все сделано на скорую руку. Потому что эта загородка мне нужна буквально на недельку, на две. И потом они будут уже все вместе гулять. Эти загородки я буду убирать и объединять всех шелковых и вот этих фризли. Можно сказать, наконец-то я это сделала. И тем более, что загородка, в которой сидели эти цыплята, мне нужна будет для серой шелковой курочки, которая будет там сидеть с цыплятами. Места им будет здесь достаточно, даже слишком много.
Этих цыплят я тоже хочу уже открывать, чтобы они были на свободном выгуле. И поэтому для них я тоже приготовила вот эту сетку. И сейчас буду натягивать эту сетку. Это солнцезащитная сетка. Вот, но она довольно прочная. И ее я буду также использовать как защиту цыплят сверху вольера. Потому что цыплята лучше растут и лучше себя чувствуют, когда у них есть свободный выгул на улицу. А тем более у меня их очень большое количество. И цыплятам натянула такую сетку. Закрепила по всем краям периметра. Сюда не доберется ни кот, никто сюда не доберется. И теперь я могу спокойно открывать вольер и оставлять цыплят открытыми. И теперь при очень сильном солнце им здесь будет комфортно. Навела порядок у цыплят, все вынесла, всю подстилку, потому что у цыплят, когда большое количество и маленькое помещение, нужно убирать раз в 2 дня. Я уже это вижу. Ну, естественно, это зависит и от возраста цыпленка. Вот именно такой цыпленок, которому 2 месяца, требует очень частой уборки. Скапливается помет, добавляется влага, и это все сказывается на цыпленке. Показываю все как есть. Показываю все, что делаю в курятнике. Потому что это очень важно. Потому что это может быть кому-то пригодится. Кто только начинает заводить кур, цыплят, мой опыт кому-то пригодится. И я буду очень этому рада. Потому что в свое время мне посмотреть было негде. Я начинала все, сама до всего доходила. И очень много совершала ошибок. И вот так вот получилось все. Красиво, чисто, сухо. И цыплятам я оставляю в этот раз открытый выгул. Они уже достаточно большие. Ну и сетка, которую я натянула, она будет их защищать от непрошенных котов. Все закрыто. И уже у нас очень тепло, можно даже сказать жарко. И поэтому открытая
вот так свободный выгул, это так уже как раз по погоде нужно сделать. Чистая сухая подстилка — это то, что любят цыплята. И получается, что через 3 дня этим цыплятам будет 2 месяца. Сейчас иду очень быстро собрать яйца, потому что уже опаздываю. Уже у меня нет времени. Приезжала я сюда ради индюшат, посмотреть, чтобы там все было в порядке. И быстренько уже заодно заберу яйца за 1 день. С индюшатами все в порядке. Пусть нянчится, сидит. Так, а это у меня получится за 1 день. Можно даже сказать за полдня, потому что я сегодня же сейчас и уезжаю быстро. Ну и заодно переселила цыплят. План на сегодня выполнила. Цыплятам отлично. Сетка затеняет. Ну и никто не может сюда пробраться к ним. А я заберу сейчас. Ага, смотрите. Вышли. Выходят себе, когда хотят. И кушают, сколько хотят. Прекрасно. Вот фактически ради них я сегодня и приезжала. Но не только ради них. Конечно, у меня еще была цель шелковых фризли переселить. Особенно, когда я их не показала в видео, и мне начали все писать: а где они, а где цыплята, почему не показали цыплят? И мне сразу захотелось их срочно переселить в хорошие, более хорошие условия, потому что все-таки содержание в помещении летом не сравнить с открытым вольером. Так, ну и посмотрим, что у нас здесь за 1 день. Да, все-таки 2 курочки. Легорно снесли 2 яйца за 1 день. И 1 индюшиное яйцо. Чье? Может быть, даже ее. Вот, и скоро-скоро вот эта курочка должна занестись. Так, 2 яйца за 1 день. Все в гнезде сухо, значит, яйца не раздавили и не съели.
Но тут красота, смотрите. Индюшонок не сидит под индюшкой, значит ему тепло. Закрывает их от меня. Свет у меня в курятнике горит все время, лампочка экономка. Это для того, чтобы цыплята могли кушать круглые сутки. Спрашивали про курочку Маран. Есть на месте. Вот она. Вот она. Это самая шустрая курица в мире. Как только что-то интересное, везде она. Тут как тут. Вот она. А вот это старая курочка моя Маран. Это ее яйцо было не оплод под квочкой. Я вам показывала характерную полосу на этом яйце. Вот она несет такие интересные специфические яйца. С полосой на яйце. Ну, иду к шелковым. К шелковым курочкам. Здесь вот эта курочка, квочка, которая вывела цыплят, которых я переселила, она точно несется. Ну-ка подсмотрим, что тут делают цыплята. Да, они уже разнакомились. Вот уже все роются вовсю. Здесь посмотрим. Во, молодец. Курочка несет шелковая. В гнездо с яйцесборником. Все, яйца все собрала. Все, я срочно уезжаю. Куры, цыплята, индюки, индюшата живут у меня на даче сами. И я приеду к ним через несколько дней. Пока эта шелковая кушала, я просветила, провоскопировала все яйца. Итого, смотрите, что под ней осталось. Хотела показать вам. Вот, смотрите. 4 яйца темных и 2 шелковых. А вот это все яйца не оплод. Араукана не оплод. И вот эти тоже не оплод. Очень жалко. Но опять же хорошо догреет те яйца, которые остались. И теперь я точно не помню, надо пересмотреть видео, сколько я яиц ей подложила сразу. Не помню. Знаю, что точно шелковые вот эти 2. И они должны уже через 2 дня, вот, лупиться должны. А вот какие еще яйца я подкладывала под нее, помню араукана. А вот марана яйца не помню, сколько штук. Надо пересмотреть, и чтобы понимать, сколько через 2 дня должно быть цыплят. А остальные яйца, которые еще через 2 дня будут выводиться, я положу под чубатую курочку, и она уже их досидит. Все, а вот эти яйца выбрасываю. Знаю, что некоторые неоплод яйца варят и отдают курочкам, но я такое не делаю. Жимолость. Первая ягода после клубники. Давно у нас не было дождя, поэтому чеснок поливаю. Вот такой чеснок, и он сейчас как никогда требует полива.
Если не было давно дождя, нужно поливать. Иначе чеснок будет не такой крупный. Сейчас идет интенсивный рост чеснока. Стрелки, обратите внимание, еще нет. Как только покажется стрелка, я начинаю обламывать стрелки. Но пока стрелок нет. Нигде. Ни на одном сорте. Здесь несколько сортов. Вот еще один другой сорт. Вот такие зеленые, темно-зеленые листья. Но стрелки тоже нет. И тоже хорошо заливаю водой. Ну, а лук, естественно, потому что лук в основном это сочный овощ, который состоит из воды. И лук я обязательно хорошо заливаю. В песке, в сухой земле лук будет мелкий. И сейчас как раз идет формирование луковицы. А здесь у меня два молоденьких кустика жимолости. Это ее практически первый урожай. Вот такая крупная ягода. Жимолость рвут постепенно, не сразу, по мере созревания. Потому что на одном кусте может быть и зеленая ягода, и которая только начала зреть, и уже которая поспела. Это другой сорт. Жимолость садят несколько сортов рядом, для того, чтобы не опылялись. Все спрятались под нее. Я пришла, они меня услышали и сразу выбежали. Общительные такие индюшата. Хотела индюшке поставить ведро с водой, поменяла, налила чистую, холодную и думала здесь поставить. Но в последний момент передумала. Не дай бог, вдруг еще что-то как-то. Они очень такие шустрые индюшата, что-то я не хочу рисковать. Вода в большой емкости – это опасность для маленьких цыплят. Поэтому захочет пить, попьет в банке.